Русские сказки предупреждали о конце света. В давние времена, когда небо еще было ближе к земле, облака скрывали не просто дождь, но и тайны, о которых мы сегодня можем лишь догадываться, на Руси слагались сказки. Их рассказывали у костра, шептали детям перед сном, пели в песнях. Считалось, что это всего лишь вымысел, плод богатой фантазии предков. Но что если это не так? Что если за каждым словом, каждой строкой этих древних повествований скрывается страшная правда? Правда о планетарной катастрофе, которую пережила наша планета задолго до того, как появились первые цивилизации. Представьте себе ночь, лес, наполненный тревожным ветром. В доме горит свеча, и бабушка рассказывает внукам историю про Ивана-Царевича, который отправился искать царевну-лягушку. Кажется, обычная сказка. Но если присмотреться внимательнее, и вы увидите, как в ее тексте мелькают загадочные слова «огненный змей», «земля разверзлась», «солнце спряталось», люди забыли свое имя. Это ли не описание космического катаклизма? Русские сказки – не просто развлечение. Они хроники событий, которые произошли в далеком прошлом, записанные языком символов и образов. Историки и фольклористы давно заметили, что многие элементы сказок повторяются из поколения в поколение. Почему? Потому что они отражают коллективную память народа. То есть то, что люди помнили на уровне подсознания. То, что нельзя было забыть. Одна из самых известных сказок «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» кажется простой историей о детях, попавших в беду. Но если взглянуть глубже, можно увидеть символы экологической катастрофы. Молоко, которое не дается из источника, возможно, метафора истощения природных ресурсов. Брата поит колодец, он превращается в животное. Это может быть образом мутации живых существ под воздействием радиации или других факторов. А ведь в некоторых вариантах этой сказки вместо колодца река, которая вдруг стала красной, как кровь. Знакомая картина. Еще один интересный факт. В старину, когда начинался рассказ о Бабе-Яге, дети невольно замирали. Ее дом на курьих ножках, железные зубы, глаза, полные знаний. Но почему этот образ вызывает такой страх? Возможно, Баба-Яга не просто ведьма, а персонаж, связанный с памятью о Великой Гибели. Она живет там, где кончается свет, где заканчивается время. Ее дом окружен черепами тех, кто не смог пройти испытание. Неужели это аллегория выживания после глобальной катастрофы? А что насчет змея Горыныча? Трехглавое чудовище, которое летает по небу, выпускает огонь и поражает все живое. Некоторые исследователи считают, что это описание метеоритного дождя, нескольких крупных объектов, упавших на Землю одновременно. Другие видят в этом образ вулканов, пробудившихся после длительного затишья. Есть даже мнение, что Горыныч – символ инопланетного вторжения. Как бы то ни было, его появление всегда связано с началом конца. Интересно и то, что во многих сказках упоминается некий великий лед, который покрыл Землю. Например, в сказке «Морозко» старуха просит дочь выйти замуж за Старого Мороза. Та отказывается, и ее замораживает. Но потом она согревается, и мир снова становится добрым. Это может быть отсылкой к эпохе ледникового периода, который закончился, сменившись потеплением. Однако в других версиях этой сказки Мороз не просто холодный старик. Он приходит с войной, разрушая жилища и унося жизни. Может быть, это воспоминание о климатических изменениях, которые привели к массовым вымираниям. Особое внимание заслуживает сказка «Царевна-лягушка». Главный герой, Иван-Царевич, женится на странной девушке, которая оказывается волшебницей. Но ее сжигают, и она улетает на небо. Эта история имеет параллели с мифами других культур. Например, в древнегреческой мифологии Персефона уходит в подземный мир, чтобы вернуться весной. В египетской мифологии Осирис умирает и воскресает. Все эти истории говорят о цикличности времени, о возрождении мира после гибели. Царевна-лягушка могла быть образом спасителя, который исчез, но оставил след в виде знаний, которые нужно найти. Также надо обратить внимание на число 3. Почти все сказки построены вокруг троек: 3 сына,
3 дороги, 3 испытания. Это не случайно. Ученые предполагают, что число 3 в древности использовалось для обозначения стадий катастрофы – начало, развитие, завершение. То есть, каждый этап описан в виде одного события, и только вместе они формируют полную картину. Но самое удивительное – это то, что некоторые сказки содержат точные географические указания. Например, в сказке о Василисе Прекрасной упоминается путь к Бабе-Яге через темный лес, где живут духи предков. Исследователи пытались найти реальные местности, соответствующие этим маршрутам. Оказалось, что в северных регионах России действительно сохранились участки, где деревья растут в форме круга, создавая эффект ворот в другой мир. Эти места называют проклятыми, хотя никто не знает почему. Еще одна деталь. В сказках часто встречается образ огненного столба, который поднимается в небо. Например, в сказке о Сивке-Бурке конь взмывает ввысь, оставляя за собой огненный след. Это может быть воспоминание о мощном извержении вулкана или падении кометы. Если представить, как такое зрелище выглядело для людей того времени, легко понять, почему оно стало частью устного народного творчества. Кроме того, в сказках встречаются странные существа – лешие, водяные, домовые. Они живут вне человеческого мира и обладают особыми знаниями. Леший – хозяин лесных зарослей, который может направить путника или потерять его навсегда. Водяной – хранитель воды, но он также может утащить человека в глубину. Домовой – защитник семьи, но только если его не обидеть. Эти персонажи могут быть олицетворением природных сил, которые в момент катастрофы вышли из-под контроля. Люди, потерявшие связь с природой, стали жертвами собственного безрассудства. Интересен и тот факт, что почти во всех сказках главный герой должен пройти испытания. Иногда ему помогает магический предмет, иногда животное, которое говорит человеческим голосом. Такие артефакты, как волшебный клубочек, перстень-невидимка, живая вода – это не просто выдумка. Некоторые ученые предполагают, что это отсылки к технологиям, которые были утеряны после катастрофы. Живая вода, возможно, прототип медицинских препаратов, способных восстанавливать ткани. Клубочек – аналог GPS или навигационной системы. Есть и другие символы, которые повторяются в разных культурах. Например, в сказке о Колобке герой убегает от бабушки и дедушки, встречает лису, которая его съедает. На первый взгляд, просто история о ребенке. Но если взглянуть глубже, можно увидеть в этом аллегорию утраты связи с родными, с корнями, с традициями. Колобок – символ человечества, которое, уйдя от своих истоков, теряет защиту и становится жертвой хаоса. В сказке «По щучьему велению» главный герой получает возможность исполнять любые желания. Он пользуется этим, но быстро понимает, что власть над миром приводит к разрушению. Это напоминает современные технологии, которые могут как помогать людям, так и уничтожить их, если использовать их без ответственности. Также надо отметить, что в сказках часто встречается образ «золотого века», когда люди жили в гармонии с природой. Этот период описывается как время, когда не было болезней, войны, голода. После катастрофы все это исчезло. Но в конце каждой сказки – надежда. Герой побеждает зло, наступает долгожданное счастье. Это говорит о том, что народ хранил веру в возможность восстановления мира. Некоторые исследователи проводят параллели между сказками и древними текстами, найденными в других частях света. Например, в шумерских клинописях описываются небесные драконы, которые принесли разрушение. В египетских папирусах говорится о огне, падающем с небес. В китайских легендах упоминается большой звук, который разделил людей на два мира. Похожие мотивы встречаются и в русских сказках. Есть мнение, что сказки были созданы не только для развлечения, но и как форма передачи знаний. Поскольку в те времена не было письменности, информация хранилась в устной форме. Чтобы она не была утрачена, ее вплетали в истории, сопровождаемые музыкой, движениями, эмоциями. Таким образом, сказки стали своеобразной базой данных, доступной каждому человеку. Интересно и то, что в некоторых сказках описываются явления, которые ранее считались невозможными,
но теперь подтверждаются наукой. Например, в сказке о коньке-горбунке описывается маленькая лошадь, которая может летать и преодолевать огромные расстояния. Сегодня мы знаем, что такие технологии возможны. Это беспилотники, сверхзвуковые самолеты, космические аппараты. Возможно, наши предки имели доступ к информации, о которой мы пока не знаем. Еще один удивительный факт. В сказках часто упоминается конец света, но он всегда следует после греха. Например, в сказке о Финисте Ясном соколе героиня теряет любимого из-за своей гордыни. В сказке о сером волке – из-за жадности. Это может быть намеком на то, что катастрофа произошла не сама по себе, а как следствие человеческих ошибок. Возможно, это предостережение для будущих поколений. Ученые из Санкт-Петербургского университета провели анализ более 1000 русских народных сказок и выявили общую структуру. Сначала наступает мир, затем катастрофа, после чего следует борьба с злом и победа. Интересно, что эта структура совпадает с теорией развития цивилизаций: возникновение, расцвет, кризис, падение, возрождение. То есть, сказки могут быть не только историей о прошлом, но и прогнозом на будущее. Если принять эту гипотезу, то становится ясно, что мы сейчас находимся в фазе борьбы. Мы стоим на рубеже нового кризиса, и только от нас зависит, сможем ли мы его преодолеть. Сказки учат нас, что путь к спасению лежит через единство, справедливость, знание и веру. Они показывают, что даже в самые темные времена есть свет, который ведет вперед. Итак, русские сказки – это не просто истории для детей. Это кодированные послания из прошлого, написанные языком образов и символов. За каждым словом скрывается память о великой катастрофе, которую пережило человечество. Но также за каждым словом надежда на возрождение. Наша задача – научиться читать эти сказки правильно, чтобы не повторить ошибок предков и сохранить наш мир. Если вы хотите узнать больше, начните с чтения самих сказок. Читайте между строк. Ищите параллели с наукой, историей, мифологией. Только так мы сможем раскрыть настоящий смысл этих древних историй. Пусть вас вдохновляет мысль о том, что даже в самые темные времена люди находили силы продолжать жить, верить, мечтать. И именно благодаря этим мечтам мы имеем сегодня возможность читать сказки, писать книги, создавать новые миры. Не останавливайтесь на достигнутом. Изучайте, исследуйте, открывайте новое. Ведь именно так мы можем спасти не только себя, но и нашу планету. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.